Приветствую вас на канале Ульяна Шьет. Сегодняшний выпуск посвящен силиконовой ленте. Эту ленту в магазинах мы часто обходим стороной, но тем не менее я нашла как минимум 6 способов ее применения. Итак, первый способ использования силиконовой ленты для укрепления плечевых швов. Плечевые швы в трикотаже имеют свойство растягиваться, даже если мы прострочим на оверлоке, он может вот так пойти волной. Вот чтобы это предотвратить, я буду прокладывать силиконовую ленту. Есть два способа. Можно в лапке существует дырочка и просунуть эту ленту туда, если она такая же узкая, как и у меня. Но тогда она будет выступать немного за оверлочную строчку. Поэтому я делаю еще проще. Я ее просто накладываю сверху. Здесь оставляю побольше хвостик, чтобы он торчал за лапкой. Вот так накладываю. Вот как лежит ткань, так я и раскладываю эту ленту, не натягивая. Все. Лишнее отрезаю. Лента спрятана внутри, ее не видно. Второй способ использования ленты – это сделать держатели, за которые можно изделие повешать на вешалку. Вот таким образом. Два раза сложила, приложила к плечевому шву и сделала строчку. Но в детском платье мне это не требуется, тем более платье домашнее, на вешалках оно не будет висеть, поэтому я упущу этот момент. Третий способ использования силиконовой ленты – это для сборки по ткани. У меня есть такой рукавчик, вот его выкройка. По низу рукав нужно собрать до ширины 21,5 сантиметр. Что я делаю? Сборка у меня будет находиться только в середине рукавчика. Вот я примерно отмечаю, по 5 сантиметров отступлю от шва. Получается, с учетом припусков, да, припуск 7 миллиметров. Вот так вот, от этих точек. Так, 10 сантиметров получилось, 2 раза по 5 сантиметров. 21,5 минус 10 получится 1,5. Но когда я буду настрачивать силиконовую ленту, она еще чуть подрастянется. Я сделаю на сантиметр короче, то есть 10,5 сантиметров. Что я делаю? На ленте оставляю небольшой хвостик, который мне нужен, чтобы начинать строчку. Удерживать я его буду. Поставила метку. Ввожу иглу и делаю одну закрепку. Дальше
я поделила еще на четвертинки и рукав, и ленту, и, удерживая за лапкой нитки, ткань и ленту, я начинаю растягивать, тянуть ленту до метки. Вот она. Лента отлично тянется. Раз, готово. Начинаю строчить. Давайте посмотрим, сколько сантиметров получилось. Как раз 21,5 сантиметров и припуски. Четвертый способ использования силиконовой ленты для лямок. Если вы обладательница очень покатых плечей, то не понаслышке знаете, что летом, когда хочется одеться полегче, сарафанчик на бретельках, то эти бретельки постоянно будут сваливаться. И я хочу сейчас показать способ вполне рабочий, вполне действенный. Для этого нам нужна будет силиконовая лента уже чуть потолще, на ширину бретелек. Способ, когда я использую силиконовую ленту, это в шапочках. Это либо, если мне хочется сшить двухстороннюю шапку, или мне хочется ее утеплить флисом, или просто мне не хватает высоты шапочки, чтобы сделать ее с подворотом. Когда я соединяю верхнюю и подкладку, то я туда вставляю также силиконовую ленту. Вот она прекрасно зафиксировала край, не растянется. Если видео было для вас понятно и полезно, то благодарю за лайки, подписку. Задавайте свои вопросы в комментариях. До новых встреч!